Всем привет! Совсем недавно знаменитая компания Mediatek представила однокристальные системы, такие как Dimensity 920 и Dimensity 810. Это событие произошло 12 августа, и уже совсем скоро мы должны увидеть, к примеру, первого в мире смартфона на базе однокристальной системы Dimensity 810. Им окажется смартфон от компании Realme, а именно 8S 5G. Уже сегодня известны практически все технические характеристики данного девайса. Основные фишки смартфона Realme 8S — это отличный экран на 6,5 дюйма, что немаловажно, он будет выполнен по технологии IPS, основной сенсор на 64 мегапикселя, аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Ну и конечно же 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт своей флеш-памяти. Также совсем скоро мы должны увидеть смартфон Realme 8i. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Итак, Realme 8S 5G получил отличный 90-герцовый дисплей, который имеет диагональ 6,5 дюйма. Что немаловажно, он будет выполнен по технологии IPS, а это является большим плюсом. Хорошо откалиброванный IPS-экран передает цвета с максимальной точностью. И именно поэтому профессиональные мониторы для дизайнеров, фотографов выпускаются на IPS матрицах. Они обладают наибольшим охватом оттенков, что позволяет получить на экране реалистичные цвета объектов. Благодаря фиксированному расходу энергии IPS-экраны обеспечивают примерно одинаковую автономность при просмотре фильмов, гейминге и так далее. Жидкие кристаллы почти не подвержены процессу старения и износу, поэтому в плане надежности IPS-экраны лучше, чем AMOLED. Разрешение экрана, как и у всех конкурентов, Full HD плюс 1080 на 2400 пикселей. Соотношение сторон 20:9, 405 ppi. Основная камера будет с тремя датчиками. Главный сенсор решили установить на 64 мегапикселя, 26 мм. И вспомогательный на 2,2 мегапикселя. Фронтальная камера выступает на 16 мегапикселей. Гаджет получил боковой сканер отпечатков пальцев, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, что является большим плюсом, на мой взгляд, в наше непростое время. И, конечно же, сердцем смартфона выступает мощный энергоэффективный процессор Dimensity 810. Он 8-ядерный, с 4 ядрами Cortex-A76 с частотой 2,4 и 4 ядрами Cortex-A55 с частотой 2,0. Графический процессор выступает Mali G57MC2. И, конечно же, есть модем 5G. Производитель отмечает, что быстродействие Dimensity 810 на 20% выше быстродействия платформы предшественницы. Процессор поддерживает дисплей с кадровой частотой 120 Гц, память LPDDR4 и UFS 2.2, датчики изображения разрешением до 64 мегапикселей. Также есть встроенные адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. Конфигурации памяти у Realme 8S 5G 2: 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт своей, а также 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт своей. Что немаловажно, имеется технология расширения оперативной памяти. Все сразу спросят, что это такое вообще. В смартфоны данная технология перекочевала из компьютеров. Принцип работы следующий: часть внутренней постоянной памяти вашего аппарата используется в качестве дополнительной оперативной. Так суммарный объем ОЗУ гаджета возрастает. Виртуальное увеличение оперативной памяти повышает стабильность многозадачности на бюджетных устройствах, что является большим плюсом. Также хочу заметить, что вместе с Realme 8S 5G выйдет и модель Realme 8i. Модель, на мой взгляд, где-то лучше, где-то хуже. Гаджет получил дисплей на 6,59 дюйма с кадровой частотой уже 120 Гц. Тут намного лучше. Технология также IPS. Разрешение Full HD+, 1080 на 2400 точек, 399 ppi. Сердцем смартфона Realme 8i выступает мощный энергоэффективный процессор от компании Mediatek, а именно Helio G96. Mediatek Helio G96 предлагает отличную производительность
для среднего сегмента. Он получил модем Cat13 4G LTE World Mode для повышения скорости 4G. Кроме того, его модем 4G имеет поддержку VoLTE и VLTE. Также платформа получила технологию MediaTek Hyper Engine 2.0 Lite для ускорения игр. Основная камера получила главный сенсор разрешением 50 мегапикселей и вспомогательный на 2,2 мегапикселя. Фронтальная камера выступает на 16 мегапикселей. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Конфигурации памяти тут попроще. 4, 64 и 6 128 гигабайт памяти. Конечно же, технология расширения ОЗУ тоже присутствует. Ну что же, ребята, на мой взгляд, компания Realme с каждым годом удивляет нас, простых пользователей, а также фанатов своей компании. На мой взгляд, они сейчас выпускают достаточно неплохие смарт-часы и достаточно неплохие смартфоны. Если вы помните те времена, когда компания Meizu боролась с компанией Xiaomi, и это была действительно неравнозначная схватка, то сейчас Meizu компания ушла на третий план, и вот это место заняла компания Realme, потому что они делают действительно качественные продукты. Вообще сама компания очень и очень добротная. У меня были смарт-часы данной компании, был смартфон, и, на мой взгляд, все на высшем уровне. Конечно же, данной компании не хватает обновления, то есть чтобы мы с каждым годом хотя бы 3 года получали обновление системы до Android 11, 12 и так далее. То есть, если бы данная компания все сделала на высшем уровне, то она бы уже обошла компанию Xiaomi. Как вы видите, Realme 8S получился очень и очень крутым смартфоном. Первый смартфон на базе платформы MediaTek 810, что является большим плюсом. Кстати, данный процессор показывает неплохие результаты в производительном режиме. То есть, конечно же, вы должны понимать, что это не игровой смартфон, что в самые производительные игры вы тут не поиграете, но какие-то средние настройки данный смартфон может предоставить на ура. Тем более тут стоит очень и очень неплохая основная камера на 64 мегапикселя. И вот этот суперский IPS экран заслужит внимания, потому что сейчас много-много людей, а также гигов ищут именно IPS экраны, потому что в наше непростое время почему-то все производители, все свои флагманы выпускают именно на AMOLED матрицах. А тут IPS, все как вы любите. Ну что же, ждем данный смартфон на обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.